Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Светлана, и я вас рада приветствовать на своем канале Клубок Шоу. Лето нас так и не радует теплом, поэтому у меня к комбинезону, который связан из Беллы Батик, поступил еще один заказик на жакетик, который мы подобрали именно в комплекте с цветовой гаммой. Этот жакетик у меня связан полностью платочной вязкой. Он без швов. Швов нет ни по переду, вот где соединение со спинкой, ни на рукавах, потому что рукава связаны на круговых спицах. Этот жакетик идет где-то на возраст от 3 до 6 месяцев, но заказчица планирует его носить с рождения, так как можно рукава подгибать на нужную длину. Вот, то есть можно их там не в 2, а в 3 раза подогнуть. Платочная вязка чем и хороша, она смотрится, вязка идет двусторонней, то есть у нас с вами полотно, что по лицевой, что по изнаночной стороне получается одно и то же. Я эту кофточку вязала из пряжи Детский каприз. Состав у нее 50% мериносовая шерсть, 50% фибра. В 50 граммах 225 метров. Я буду вязать ее в 2 ниточки. Нам для вязания потребуются спицы 2 размеров. Вот у меня спицы 4, которым я буду вязать до реглана. Затем буду вязать полочку и спинки это вместе. Также нам потребуются спицы на полразмера меньше, которыми, вот в данном случае у меня 3,5, которыми я буду закрывать низ нашего жакетика, чтобы у нас так как не предусмотрена резиночка, но чтобы маленечко не так это растягивалось наше изделие. И также нужны чулочные спицы, которыми я буду вязать наши рукава. Если вы планируете вязать со швом, то вам эти чулочные спицы не понадобятся. Также нужны будут нам с вами несколько маркеров, для того, чтобы в начале работы нам с вами отметить регланные линии. Также я закрывала низ изделия, рукавов и вот нашу спинку и полочку с помощью крючка, поэтому нам нужен с вами будет крючок. Ну, а так, по-моему, все. Теперь я хочу сразу же уточнить размеры, которые у меня получились при моей плотности и при моих, то есть из моей пряжи. Потому что детки разные, и чтобы вам хотя бы ориентироваться, какой размер у вас в конечном итоге получится, я хочу сделать сразу же замеры. Это мои спицы убежали. Ширина, значит, у нашего жакетика получается 27 сантиметров. Длина 30 сантиметров. И хочу померить внутреннюю длину рукава. Она у нас с вами получается 17 сантиметров. Ну, так как я сказала, ее можно будет вам подогнуть на нужную длину. Изделие у нас связано с ростком, поэтому видно, что... Сейчас я расстегну. Что у нас с вами линии переда связаны ниже, чем линии спинки. И связано с небольшой такой стоечкой. Вы, конечно, можете вязать не со стоечкой, то есть вместо стоечки стоечку, то есть пропустите, а потом здесь связать капюшон. Можно связать с воротничком. Можно, как варианты, я вязала одну модель, отдельно вязала капюшон и пришивала несколько пуговичек. И то есть у нас капюшон шел как пристегивается. В любой момент его можно пристегнуть и можно отстегнуть. Ну вот, по-моему,
и все то, что нам с вами потребуется, и то, что у нас в конечном результате должно с вами получиться. Поэтому приступаем к нашей работе. Приступаем к работе. Я связала образец, его постирала, высушила и сейчас замеряю плотность. У меня получается в 12 петельках 7,5 сантиметров и в 17 рядах 6 сантиметров. Я это записываю. И теперь будем делать расчеты. Мы наш жакет будем вязать от горловины, поэтому все расчеты делаем по окружности нашей шеи. Окружность шеи на 3-6 месяцев 23,5 сантиметра. Я прибавила полсантиметра на свободное облегание, так как у нас с вами сначала будет связана стоечка. И провязав стойку, мы с вами добавим дополнительные петельки на планку. Поэтому я все расчеты делаю на 24 сантиметра. Я посчитала, у меня получилось, что общее количество петелек 38. Я из них вычла 4 петли наших регланных линий, получилось 34. Делю на 3, у нас получается где-то около 11 петелек. Я распределила следующим образом. По 5 петель на рукава и по 12 на перед и на спинку. Если вы вяжете на другой размер или у вас другая плотность, я оставила в описании ссылочку и также здесь наверху на мой мастер-класс, как рассчитать петли при вязании от горловины. И, значит, сейчас мы с вами набираем на спице 38 петель и плюс 2 кромочные, всего 40 петель. Я уже предварительно набрала петли и провязала 6 рядов нашей стоечки. Весь кардиган связан платочной вязкой, то есть одними лицевыми петлями. За исключением у нас с вами будут регланные линии, связаны чулочной вязкой. По лицу лицевая петля, по изнаночной стороне изнаночная петля. Вот 6 рядов. Теперь мы сразу в 6 ряду с вами добираем 3 петли для нашей планки. 1, 2, 3. Работу поворачиваем и начинаем уже вязать одними лицевыми петельками. У меня получается сейчас первый 9 петель. Мы дошли с вами до регланной линии. Нам надо около регланной линии сделать прибавление. Для этого я достаю ниточку из предыдущего ряда и провязываю ее лицевой скрещенной, чтобы не было у нас с вами дырочки. Регланная линия и точно так же 5 петель рукава. Регланной линии. Прибавляем до регланной линии, лицевая и после регланной линии. Два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 петель спинки. Прибавляем до регланной линии, регланная линия и прибавляем после регланной линии. 5 петелек рукава.
И также прибавляем до регланной линии одну петлю и после регланной линии одну петлю. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель нашей полочки. И добавляем 3 петли для планки. Работу поворачиваем. И теперь также будем вязать все лицевыми петлями. В изнаночном ряду мы с вами прибавление делать не будем. Я дошла до нашей регланной линии. Мы ее провязываем изнаночной петлей. Дальше вяжем все петли опять лицевыми. До регланной линии мы с вами доходим. Так, вот она, регланная линия. И провязываем ее изнаночной петлей. Так мы с вами будем вязать на протяжении всего нашего жакетика. По лицевой стороне мы с вами будем делать прибавление вдоль регланной линии. Изнаночные ряды мы с вами будем вязать без прибавления. От стойки я провязала 6 рядов. И сейчас буду делать первую дырочку под нашу пуговичку. Для этого первую петлю снимаем, провязывая 2 петли, 2 лицевые. Следующие провязываем 2 вместе лицевой. И протяжку из предыдущего ряда мы накидываем на спицу и тоже провязываем лицевой. И уже дальше продолжаем нашу работу. Вот я покажу, какая у нас с вами получилась дырочка. Мне этот способ нравится тем, что дырочка впоследствии не вытягивается. В отличие от того, если, например, мы делаем просто накид и провязываем. Но если вы планируете пришить впоследствии пуговички покрупнее, вы попробуйте. У вас будет в эту дырочку проходить ваша пуговичка. Если нет, то лучше под крупные пуговички делать вот таким способом. И уже дальше мы с вами продолжаем вязать также. Все петли у нас с вами лицевые. Вот я сейчас хочу показать. Мы дойдем с вами до регланной линии. Вот она у нас, какая регланная линия получается. Я делаю из предыдущего ряда ниточку, накидываю и провязываю лицевой скрещенной. Наша регланная линия и также лицевой скрещенной. И так мы с вами будем вязать на высоту нашей кокетки. Хочу вам показать край, который я использую, чтобы борта не так вытягивались, так как платочная вязка очень вытягивается. Поэтому перед тем, как вязать, обязательно свяжите образец, постирайте его и уже потом делайте все замеры. Сейчас я покажу. То есть я вот делаю край утолщенный, двойной утолщенной петлей. Я вот здесь набрала, всего 5 петелек, чтобы, чтобы был вам только принцип понятен. Это как будто у нас с вами идет начало нашей работы. Первую петлю мы снимаем. И лицевой ряд мы также провязываем полностью всеми у нас лицевыми петлями. Дошли до конца нашей работы. Последнюю провязываем изнаночной. Работу поворачиваем. Кромочную снимаем. И первую петлю мы с вами снимаем на спицу, не провязанной, рабочую нить перед петлей. Затем вяжем дальше нашу работу. Доходим до конца ряда.
у нас кромочная и передкромочной петлей. Передкромочная петля. Мы ее также снимаем, нить перед работой. И уже последним провязываем изнаночной петлей. Вот еще раз. То есть лицевые ряды мы с вами вяжем полностью все лицевыми петлями. А изнаночные после кромочной петли мы петлю снимаем не провязанной с одной спицы на другую, рабочей нить перед петлей. И предпоследнюю перед кромочной петлей также мы с вами снимаем нить перед петлей. И за счет этого у нас с вами получится вот такой утолщенный край, который не дает нашему изделию вытягиваться. Я связала на высоту кокетки. Вот что у нас сейчас с вами получается. Высота кокетки у нас где-то 12-13 сантиметров. У меня провязано вот 10,5 сантиметров. Из-за того, что я сейчас буду вывязывать росток. Ну, что такое росток? Это линия, которая помогает, чтобы по переду, линия горловины по переду была ниже линии горловины по задней части. И поэтому у нас с вами получится вот именно вот так должно получиться. Чтобы так получилось, мы с вами должны вывязать росток. Мы росток с вами будем вывязывать только на спинке. Поэтому я перенесла предварительно петли передней полочки и петли рукава. И сейчас буду вязать только спинку. Высота ростка где-то 1,5-2 сантиметра. Я вот померила, значит, это мне где-то надо провязать 4 ряда. Поэтому мы просто закрепляем ниточку. И провязываем нашу спинку. Я дошла до регланной линии. Регланную линию мы не трогаем, оставляем на спице. У нас с вами вот последнюю петлю мы провязываем изнаночной петлей. И работу нашу поворачиваем. И продолжаем также вязать. Первую петлю снимаем и вяжем все лицевыми. И еще провяжем так 3 ряда нашей спинки. Я провязала на спинке 4 ряда. У меня получилось это как раз 1,5 сантиметра. Перенесла петли рукава на дополнительную вот булавочку, чтобы мне их не потерять. И вот что у нас с вами получается. После удлинения у нас с вами углубилась горловина по передней части. Сейчас мы с вами соединим полочки, рукава, соединим полочку, спинку и еще одну полочку. И уже будем вязать одним полотном. Для того, чтобы все это объединить, нам надо посчитать, надо ли нам добавлять еще петельки или нет. Обхват бедер как на 3-6 месяцев 50 сантиметров.
Я бы добавила 4 сантиметра на свободное облегание. У меня получается это 54 сантиметра. Перевела в петельки, нам надо 86 петель. У меня на данный момент на одной спице, на одной полочке, это вот 3 петли планки я записала, мы их в расчет это не берем. 20 петель полочка, 1 регланная линия, это спинка, и тоже так же. То есть у меня сейчас получается 82 петли. Не хватает 4 петли. Значит, мне надо добавить эти 4 петли. Я буду их добавлять по 2 петли, когда буду переходить от одной полочки к спинке. Если вы вяжете на другой размер или с другой плотностью, вы высчитываете, делаете свои расчеты и считаете, сколько вам надо будет дополнительно добрать этих петель. Я провязываю петли планки. И сейчас 2 петли. Добавляю 1 петлю и добавляю 2 петлю. И уже перехожу к петлям спинки. Здесь я ниточку потом закреплю. И точно так же я провяжу петли спинки. Добавлю 2 петли. Вот у нас видно, как вот эти у меня добавленные петельки. Довяжу спинку, уберу, перенесу петли рукава на дополнительную спицу, добавлю 2 петли и уже провяжу следующую полочку. И на этом я уже дальше буду вязать прямым полотном на нужную мне длину. Я соединила перед наши полочки и спинку. Вот что у меня здесь вот так получается. И теперь я буду вязать прямым полотном на нужную нам с вами длину нашего жакетика. Я связала жакетик на нужную мне длину. Так у нас жакетик идет без резинки, чтобы вот низ не растягивался, я последние 6 рядов провязала на спицах меньшего размера. Вот в данном случае я вязала на спицах 3,5. Вы можете закрыть спицами, провязывать 2 вместе, но я всегда закрываю крючком. Вот сейчас хочу вам показать, то есть вот у меня осталось несколько петелек. Делаю 2 вместе и следующую петельку переношу на крючок и провязываю. А вот 2 последние петли, так как у меня край утолщенный, я их провязываю сразу же. И уже 3 вместе я их провязываю и сразу же закрепляю кончик. Кончик я закрепляю на изнаночной стороне. Затягиваю узелок. Вот что у нас с вами получится. В дальнейшем, когда я его вот здесь его так аккуратненько пройду, как смотрят наши с вами петли в эту сторону, потом вот в эту сторону, и уже вот на следующей петельке мне можно разделить вязание. Я делю вязание и завязываю узелочек. Вот так. Вот и все. Здесь я ниточку отрежу, и вот у нас, то есть, вот здесь получается такой ровный край, и вот здесь получается, что ничего не заметно. Вот что у меня получается на данный момент. Наш с вами жакетик. Сейчас мы переходим к рукавам.
Начинаем вязать наши рукава. Я уже один рукав связала. Чтобы показать так, как выполнен он у меня, вы, конечно, можете вязать его по своему желанию. Принцип вязания моего рукава. Он у меня связан в круговую, то есть без шва. Здесь вот у нас видно наподобие имитации шва. Это образовалось из-за того, что при круговом вязании, чтобы получилась платочная вязка, нам с вами надо будет чередовать лицевые и изнаночные ряды. И поэтому при переходе вот от лицевого к изнаночному ряду у нас образуется вот такая наподобие, ну, какое-то вот наподобие шва. Так, значит, связан у меня на круговых спицах с небольшим убавлением, с отворотом. Отворот я специально связала, чтобы жакетик прослужил малышу подольше. Отворот я вязала на других спицах на полразмера больше, ой, меньше. Если это у меня четверочкой связано, это у меня связано на 3,5. И теперь принцип расчета, если вы вяжете другой пряжей или на другой размер. В моем случае я расскажу вот на примере своего жакета. Для моего возраста ширина рукава где-то идет около 25 сантиметров. Я перевела по плотности свои сантиметры в петельки. У меня получилось, что мне надо 40 петель. Когда я дошла до разделения нашего вот реглана, у меня оставалось на дополнительной спице 33 петли рукава и 1 регланная линия. То есть 34 петли. Мне надо было добрать 6 петель. Я 2 петли добираю по переду и 4 петли по спинке. Почему по спинке больше? Так как мы с вами вывязывали росток, у нас с вами спинка получается длиннее, и поэтому мы по ней набираем петелек больше. Затем у меня рукав с небольшим убавлением. Длина всего у меня рукава получается 40 рядов. Я убавление делала через 8 рядов. И у меня получилось, что перед тем, как я перехожу на спиц 3,5, 32 петли. И затем я 10 рядов уже вязала спицами 3,5. Сейчас я хочу показать, как я именно делаю добор петелек. Здесь я по переду добрала 2 петли, потом перенесла со вспомогательной спицы уже на круговые, на чулочные спицы. И вот здесь я уже 2 петли добрала, я вам хочу показать. При платочном вязании у нас вот образуются вот, ну, какие-то вот типа дорожек, и поэтому я, например, вот петли добираю вот из этой дорожки. Вот у нас здесь кромочная остается, вот перед этой. И провязываю ее вот так, да, лицевой скрещенной. 1 петля. И точно так же. Еще 1 петля. И последнюю петлю я добавляю. Вот. У нас с вами получился наш добор. И уже следующий ряд мы с вами вяжем изнаночными петельками. Так мы с вами будем чередовать 1 ряд лицевой, 1 ряд изнаночный. Что получилось у нас с вами платочная вязка. Убавление. Я хочу вам показать убавление свое. Сейчас я вот спицу довяжу, чтобы мне их не потерять. Убавление. Вот оно, наше убавление. Убавление я делаю. Я посередине оставляю 1 петельку и убавляю с 2 сторон. 2 петли провязываю вместе до этой петли и 2 петли провязываю вместе после этой петли.
Сейчас я провяжу 8 рядов, которые мне надо до первого убавления, и вам покажу, как я делаю это убавление. Я провязала 8 рядов, и сейчас буду делать свое первое убавление. Для этого я на первой спице 2 первые петли провязываю вместе и вяжу так до конца. Первая спица. Вторая. И вот третья спица. Я до конца спицы не провязываю 3 петли. Затем я вот так, значит, от края, значит, третью и вторую переворачиваю и провязываю их 2 вместе. А здесь последнюю просто лицевой. И уже дальше начинаю вязать. Следующий ряд у меня идет изнаночными. Для чего я вот так делаю? Потому что вот когда, если... Нет, вы можете, конечно, убавить сразу 3 вместе. Вот здесь посередине 3 вместе. У вас все равно, например, в ряду уйдет 2 петли. Можно, например, сразу же с одной стороны 2 убавить, например, на первой спице, и на третьей спице убавить 2 вместе. Но в таком случае у вас, например, когда вот 3 вместе, мне почему не нравится, образуется такой тип узелочка. Она, ну, жестковатый край, не край, а шов получается. А когда, например, сразу здесь 2 вместе и здесь 2 вместе, вот между ними образуется все-таки такая довольно-таки большая дырочка, которая тоже заметна на нашем шве. Поэтому я всегда оставляю посередине одну петельку, и уже вдоль этой петельки я убавляю 2 петли на одной стороне и на первой спице и 2 петли на третьей спице. И так мы с вами будем вязать до конца нашего ряда. Значит, мы еще сделаем с вами 3 убавления, затем перейдем на спицы 3,5, провяжем 10 рядов, и наш рукав будет готов. Я довязала рукав, пришила пуговички, постирала свой жакетик, его отпарила, и вот что у нас с вами получилось в конечном итоге. Надеюсь, все было понятно. Если вдруг у вас возникают какие-либо вопросы или пожелания, все пишите в комментариях, я всегда рада на них ответить. Также я рада вас видеть в своем магазине на ярмарке мастеров или в своей группе ВКонтакте. Все ссылочки я вам оставила в описании. До свидания, до новых встреч!